Монголия скрывала от мира кое-что, о чем вы даже не подозреваете. Под ее степями до сих пор не найдена гробница величайшего завоевателя в истории человечества. Человека, который уничтожил 40 миллионов людей и создал империю размером с африканский континент. В советское время на территории страны работали секретные биологические лаборатории, о которых Москва официально никогда не признавалась. А в 1991-м, когда рухнул Советский Союз, монгольские власти уничтожили тысячи документов, и никто до сих пор не знает, что в них было. Это не туристическая страна с красивыми пейзажами. Это место, где степь буквально поглотила целые цивилизации, армии и тайны, которые мир ищет уже 8 веков. Чингисхан умер в 1227-м. Его тело везли через всю Монголию несколько недель. По монгольскому преданию, все, кто встречался похоронной процессии на пути, были убиты на месте, чтобы никто не знал маршрута. Рабов, строивших гробницу, казнили сразу после окончания работ. Солдат, убивших рабов, тоже казнили. По некоторым источникам, над могилой прогнали табун из 1000 лошадей, чтобы сравнять землю и уничтожить любые следы. 8 веков спустя гробница так и не найдена. В 1992-м японские и монгольские археологи запустили совместный проект под названием Гурвангол «Три реки». Они использовали аэрофотосъемку и радарное зондирование Земли на площади в 200 квадратных километров в районе горы Бурхан-Халдун, места, которые сам Чингисхан называл священным. За 10 лет работы они нашли сотни древних объектов, но не гробницу. Монгольское правительство в 2004-м закрыло доступ к горе полностью. Официальная причина – охрана природного заповедника. Неофициально местные жители говорят, что власти боятся потревожить духов. В 2004-м американская компания Majestic Eagle получила разрешение на масштабные поиски с использованием спутниковых снимков и наземных радаров. Они обнаружили под землей в районе Хантийского Аймака гигантский дворцовый комплекс площадью около 30 гектаров. Раскопки начались. Через 3 года проект был остановлен по требованию монгольских националистических организаций, которые заявили, что иностранцы не имеют права копаться в священной земле. Правительство поддержало протестующих. Все материалы раскопок остались в Монголии. Но дело не только в Чингисхане. В 120 километрах к востоку от Улан-Батора находится местность Ноин-Ула. В 1924-м русский исследователь Петр Козлов обнаружил там более 200 курганов хунской знати, народа, который существовал за 200 лет до нашей эры. Внутри курганов сохранились ткани, лаковые изделия, войлочные ковры с изображениями сцен охоты. Все в идеальном состоянии из-за вечной мерзлоты. Козлов вывез находки в Петроград. Монголия тогда была под советским контролем и не имела права голоса. Когда в 80-х монгольские археологи вернулись в Ноин-Ула, они обнаружили, что большинство курганов скрыты и разграблены, причем давно, еще в советское время. Кто это сделал и куда ушли артефакты, официально неизвестно. В запасниках Эрмитажа до сих пор хранятся предметы из Ноин-Ула, которые никогда не выставлялись публично. Еще одна точка на карте – долина Орхон в центральной Монголии. Здесь в 8 веке стояла столица тюркского каганата, потом уйгурского, потом здесь Чингисхан построил Каракорум, да, столицу всей Монгольской империи. Город был разрушен в 1388 китайскими войсками династии Мин. Немецкие и монгольские археологи копают здесь с 1999-го. Они нашли дворцовые фундаменты, буддийские храмы, несторианские церкви, мечети. Все в одном месте. Но центральный дворец Угадея, сына Чингисхана, который описывали средневековые путешественники как здание с серебряным фонтаном в виде дерева, подающим 4 вида алкоголя одновременно, не найден до сих пор. Радарное зондирование показывает под землей огромные пустоты. Монгольские власти запретили копать глубже отметки в 4 метра. Причина официально не объяснена. В 2003-м генетик Крис Тайлер Смит опубликовал в журнале «Американская генетика» результаты исследования, которое перевернуло представление ученых о средневековой истории. Его группа проанализировала образцы ДНК более 8 тысяч мужчин из 16 популяций Центральной Азии и обнаружила нечто невозможное с точки зрения статистики. Один и тот же участок Y-хромосомы встречался у 16 миллионов живых мужчин на территории от Китая до Афганистана. Вероятность случайного распространения такого гаплотипа – 0,0%. Единственное объяснение – все эти люди происходят от одного мужчины, жившего примерно в 1100-1200 годах нашей эры. Тайлер Смит не назвал имя в заголовке статьи, но все поняли, о ком речь. Монгольское правительство отреагировало немедленно. Официальные лица заявили, что использование ДНК Чингисхана или его прямых потомков в любых исследованиях без разрешения властей является незаконным. Проблема в том, что никакого биологического материала самого Чингисхана не существует, гробница не найдена. Запрет фактически распространялся на живых людей, которые могут являться его потомками. В Монголии существует группа людей, называющих себя кият, прямые потомки Чингисхана по мужской линии.
Их несколько тысяч человек. Часть из них отказалась сдавать образцы ДНК иностранным исследователям. Не из-за правительственного запрета, а по собственному решению. Один из старейшин общины в интервью монгольской газете в 2009 сказал буквально следующее. «Мы знаем, кто мы. Нам не нужно, чтобы иностранцы это подтверждали. Но история с генетикой имеет еще один слой». В 2016-м китайские генетики из Фуданьского университета провели собственное исследование костных останков из монгольских погребений XII-XIII веков. Они нашли несколько образцов с тем самым гаплотипом из работы Тайлер Смита. Один из образцов происходил из захоронения в хэнтийском Аймаке, именно там, где американская компания в 2004-м нашла дворцовый комплекс и где поиски были остановлены. Китайцы запросили разрешение на дополнительные раскопки в этом районе. Монголия отказала без объяснений. Результаты китайского исследования были опубликованы в урезанном виде. Координаты конкретного захоронения в публикацию не вошли. Параллельно с генетическими исследованиями в Монголии существует государственный культ Чингисхана, который планомерно строился с 1990-го, с момента падения советской власти. В аэропорту Улан-Батора его имя. На купюрах его портрет. В центре столицы стоит его статуя высотой 40 метров, самая большая конная статуя в мире. Государство вложило в этот образ огромные деньги и политический капитал. Но есть одна деталь, о которой монгольские власти предпочитают не говорить вслух. Согласно средневековой монгольской хронике «Сокровенное сказание», написанной примерно через 20 лет после смерти Чингисхана, он был рожден с запекшимся сгустком крови в кулаке. Это считалось знаком того, что он будет великим воином. Но та же хроника описывает его смерть крайне уклончиво, просто он вознесся на небо. Никаких подробностей болезни, никакого описания похорон. Китайские источники того времени называют 3 разные причины смерти. Падение с лошади, тяжелая болезнь после ранения стрелой и заражение после укуса. Персидские хроники добавляют 4-й вариант. Его убила пленная тангутская принцесса. Ни одна из версий не подтверждена физическими доказательствами. Без тела нет смерти, без смерти нет конца. Монголия построила на этой неопределенности целую национальную идентичность и тщательно охраняет ее от любых попыток получить окончательный ответ. В 1958-м советские военные инженеры начали бурение в 20 километрах к северу от Улан-Батора. Официально геологическая разведка. На картах того времени это место обозначено как объект 627. Местные жители видели колонны грузовиков, которые въезжали туда по ночам и выезжали пустыми на рассвете. Что вывозили обратно, никто не видел. В 2012-м монгольский журналист Бадболт Луфсандорж опубликовал в газете «Одрин Сонин» расследование, в котором собрал свидетельства 37 человек, работавших на строительстве в те годы. По их словам, под сопкой был вырыт тоннельный комплекс глубиной от 20 до 40 метров, с вентиляционными шахтами, замаскированными под скальные выходы. Площадь комплекса, по оценкам рабочих, составляла не менее 5000 квадратных метров. Для чего он предназначался? Им не говорили. Советские подземные объекты в Монголии не единственная страница этой истории. Они лишь продолжение традиции, которая существовала здесь задолго до прихода русских. В Габийском Аймаке у Мнуговь, в районе скал Баянзак, тех самых, где в 1922-м американский палеонтолог Рой Чепмен Эндрюс нашел первые в мире яйца динозавров, под землей обнаружена разветвленная сеть естественных пещер. Местные называют их Тенгерин-Нух, дыры неба. Глубина некоторых превышает 60 метров. В 1985-м советско-монгольская экспедиция спустилась в 3 из них. Отчет экспедиции до сих пор засекречен в Монгольском государственном архиве. Известно только одно. Экспедиция вернулась на 4 человека меньше, чем ушла. Официальная причина – несчастный случай при спуске. Но самая странная подземная история Монголии связана не с советскими объектами и не с природными пещерами. В 2001-м строители, прокладывавшие водопровод в районе Хустайского национального парка, наткнулись на кирпичную кладку на глубине 3 метров. Кирпичи были обожжены по технологии, характерной для XI-XII веков. Монгольский институт археологии направил группу для осмотра. Они вскрыли участок площадью около 20 квадратных метров и обнаружили коридор, уходящий в 2 направлениях. В одном направлении коридор через 7 метров упирался в обвал, в другом уходил дальше, в темноту. На стенах сохранились фрагменты штукатурки с остатками краски, красной и черной. Раскопки остановили через 3 дня. Причина – коридор проходил под территорией, которая по монгольскому законодательству является священной землей и не подлежит раскопкам без специального разрешения президента страны. Разрешение запросили. Ответа не последовало, шурф засыпали обратно. В 2019-м немецкий исследователь Томас Барфилд подал официальный запрос в Монгольское министерство культуры с просьбой предоставить материалы обследования 2001 года. Ему ответили, что документы находятся на переоформлении и будут доступны в установленном порядке.
До сегодняшнего дня документы так и не были переданы. Под монгольской степью осталось несколько слоев истории, буквально один под другим. Хунские погребения лежат под уйгурскими городищами. Уйгурские городища под монгольскими крепостями. Монгольские крепости под советскими бетонными бункерами. Каждый новый хозяин этой земли строил поверх предыдущего и закапывал то, что не хотел показывать. Общая глубина этих слоев в некоторых районах достигает 15 метров. Монгольские власти дали разрешение на раскопки примерно на 3% этой территории. Остальное остается нетронутым, официально из соображений охраны культурного наследия. В 1927-м советский этнограф Григорий Потанин зафиксировал в своих полевых записях существование небольшой группы людей в Хантийских горах, которые называли себя Дархат-Ойн-Хун. Лесные люди. Они не считали себя монголами, не говорили на стандартном монгольском языке и отказывались регистрироваться в советских переписных листах. Потанин насчитал около 300 человек в 7 стойбищах. Записи он передал в Московский институт этнографии. После этого о лесных людях не было ни одного официального упоминания в течение 40 лет. В 1968-м монгольский чиновник по имени Дамдин Сурен подал в Улан-Баторе докладную записку, в которой сообщал, что в ходе переписи населения его группа обнаружила в горах Хэнтия людей, говорящих на языке, который не удалось идентифицировать ни одному из переводчиков экспедиции. Люди жили в полуземлянках, крытых березовой корой, держали оленей и отказывались называть своих вождей по именам. Дамдин Сурен запросил направление лингвиста и антрополога. Ответа на запрос в архивах нет. Речь идет о цаатанах, оленеводах Северной Монголии. Но цаатаны известны науке, их изучали, их фотографировали. Группа, которую описывали Потанин и Дамдин Сурен, отличалась от цаатанов принципиально. Другой язык, другие обычаи, другое представление о собственном происхождении. В 2003-м финский лингвист Юха Янхунен из Хельсинского университета опубликовал работу, в которой проанализировал фрагменты словаря, записанного Потаниным. Его вывод был однозначным. Язык относится к енисейской языковой семье. Единственный живой енисейский язык сегодня – кетский, на котором говорят около 200 человек в Красноярском крае России. Ближайший родственник этого языка на территории Монголии – это либо реликт народа, существовавшего здесь до прихода тюрков в VI веке нашей эры, либо свидетельство миграции, о которой история не сохранила никаких записей. Янхунен запросил разрешение на экспедицию в Хантийские горы для поиска возможных остатков этой группы. Монгольское министерство науки ответило, что данный вопрос требует дополнительного изучения. Разрешения выдано не было. Но история исчезновения народов в Монголии не ограничивается одной загадочной группой в горах. Хунну, империя, существовавшая со II века до нашей эры по II век нашей эры, контролировала территорию от Маньчжурии до Аральского моря. В период расцвета численность населения составляла, по различным оценкам, от 1 до 3 миллионов человек. Потом хунну исчезли из китайских хроник за несколько десятилетий. Часть ушла на запад, возможно, именно они стали гуннами Аттилы. Но куда делась другая часть? Те, кто остался на территории современной Монголии, неизвестно. В Хантийском Аймаке в 1998-м монгольские археологи вскрыли курган, датированный 1 веком нашей эры. Внутри находились останки мужчины ростом около 190 сантиметров, значительно выше среднего для того времени и региона. Рядом лежало оружие китайского производства, среднеазиатские украшения и берестяной сосуд с остатками жидкости, которую лабораторный анализ идентифицировал как ферментированный напиток из кобыльего молока с добавлением растительного алкалоида, не встречающегося в монгольской флоре. Растение, из которого был получен алкалоид, произрастает только в горных районах современного Афганистана и Таджикистана. Этот человек пришел издалека или торговал с людьми, которые приходили издалека. Его народ исчез, его язык не сохранился, его имя никто не записал. Монгольские власти засекретили результаты анализа содержимого сосуда на 25 лет. Срок истек в 2023, но рассекреченные документы до сих пор не опубликованы. В 1937-м монгольские власти по приказу из Москвы арестовали 753 шамана. Это была не облава и не случайная репрессия. Это была целенаправленная операция с заранее составленными списками. Каждого шамана знали по имени, знали его местонахождение, знали, какими практиками он занимается. Откуда у советских чиновников были эти данные? До сих пор неизвестно. Большинство арестованных расстреляли в течение 3 месяцев. Их ритуальные предметы – бубны, костюмы, свитки с текстами – конфисковали и свезли в Улан-Батор. Часть от этих предметов осела в запасниках Национального музея Монголии. Часть ушла в Москву. Судьба остального неизвестна. Но советская власть не уничтожила шаманизм полностью. Она его загнала под землю. Буквально. В горных районах Хэнтия и Хупсугула практика продолжалась подпольно на протяжении всех 50 лет советского периода. Шаманы передавали знания устно, без записей, ночью, в юртах без окон.
Когда в 1990-м советская власть ушла, из подполья вышли люди, которые помнили тексты, которым было несколько сотен лет. Среди этих текстов были так называемые ангон-ду, песни духов. Это не метафора. Шаманы утверждали, что тексты были продиктованы им существами, которых они называли ангонами, духами умерших шаманов предыдущих поколений. Часть этих текстов содержала конкретные географические указания, названия рек, описание рельефа, расстояние между объектами. Монгольский исследователь Чулуун Баатар Бояр Сайхан в 2008 опубликовал анализ 12 таких текстов. В 3 из них географические описания точно соответствовали реальным местам в хэнтийском Аймаке, которые он проверил лично. В одном тексте описывался дом под землей у 3 камней у реки Керулен. Место, где спит Великий. Бояр Сайхан нашел 3 характерных камня у Керулена. Георадарное обследование показало под ними аномалию на глубине 8 метров. Он подал заявку на раскопки. Заявку отклонили без рассмотрения. Шаманские тексты хранят и другие тайны, не связанные с гробницами. В 1996-м норвежский антрополог Хиле Эйде провела 8 месяцев в Хупсугульском Аймаке, документируя практики местных шаманов. Один из них, 72-летний Гантулга, позволил ей записать на диктофон ритуальный текст, который он называл «Историей первого неба». Текст занял 4 часа непрерывного произношения. Эйде передала запись в университет Осло для расшифровки и перевода. Лингвисты установили, что примерно треть текста написана на архаичном монгольском языке 14-15 веков. Еще треть — на языке, который не удалось идентифицировать однозначно, но который имел структурные черты, роднящие его с архонскими руническими текстами 8 века. Оставшаяся треть содержала слова, не встречающиеся ни в одном известном языке Центральной Азии. Эйде опубликовала результаты в 2001-м. Гантулга к тому времени умер. Больше никто из известных шаманов региона не подтвердил знание этого текста. Монгольские шаманы традиционно делятся на белых и черных, по цвету костюма и по характеру духов, с которыми они работают. Но в Хупсугульском Аймаке существует 3-я категория, о которой не принято говорить публично. Их называют хардунцы, темные посредники. По словам информантов Эйде, эти люди не проводят публичных ритуалов, не принимают плату за работу и не раскрывают своего статуса посторонним. Они хранят конкретные знания о местах захоронений, о местах силы, о событиях прошлого и передают их только внутри своих семей. Сколько их сейчас, неизвестно. Монгольские власти официально не признают существование этой категории практиков. В 2017-м монгольский парламент принял закон о защите традиционного шаманизма как культурного наследия. В законе перечислены разрешенные практики и формы деятельности. Категория хардунт в законе не упомянута ни разу. В 1991-м, когда советские войска окончательно покинули Монголию, они вывезли с собой документацию на 347 горнодобывающих объектов. Не сами объекты, документацию. Карты залежей, результаты геологических разведок, данные бурения. Все это ушло в московские архивы. Монгольская сторона получила только то, что советские геологи сочли незначимым. Что именно было признано незначимым, монгольские власти узнали лишь в 2004-м, когда канадская горнодобывающая компания Айвенго Майнс провела собственную разведку в Южной Гоби и обнаружила месторождение меди и золота Ою-Толгой, одно из крупнейших в мире. Советские геологи проходили через этот район в 1973-м. В их отчетах, которые Монголия получила при выводе войск, этот район был обозначен как перспективный, но экономически нецелесообразный для разработки. Ою-Толгой содержит запасы меди на 36 миллионов тонн и золота на 1300 тонн. Это не нецелесообразный объект. Это один из самых богатых минеральных объектов на планете. Монгольское правительство подало официальный запрос России о передаче полного архива советских геологических исследований в 2006-м. Россия ответила, что работа по систематизации архивов продолжается. В 2023-м архивы все еще не переданы. Но скрытое золото Монголии, то это не только то, что лежит под землей в виде руды. В 1206-м, объявив создание Великой Монгольской империи, Чингисхан ввел систему централизованного сбора трофеев. Каждый завоеванный город отдавал в государственную казну фиксированную долю захваченных ценностей. За следующие 60 лет монгольские армии разграбили Пекин, Самарканд, Багдад, Киев и еще несколько десятков крупнейших городов средневекового мира. Только из Багдада в 1258 было вывезено золото, серебро и драгоценные камни, которые арабские хроники описывают как груз для 1000 верблюдов. Куда шли эти ценности? В Каракарум, в личные сокровищницы ханов, в землю. Средневековый персидский историк Джувейни, лично служивший при монгольском дворе, описывал подземные хранилища в окрестностях Каракорума, куда свозили ценности со всей империи. После разрушения Каракорума китайскими войсками в 1388 эти хранилища никто не вскрывал.
просто потому, что никто не знал точного расположения входов. Немецкие археологи, работающие на раскопках Каракарума с 1999 зафиксировали при помощи георадара несколько крупных подземных полостей в радиусе 2 километров от центра городища. Размеры некоторых полостей достигают 200 квадратных метров. Монгольские власти запретили вскрывать эти объекты, классифицировав их как потенциальные погребальные сооружения, которые охраняются законом о культурном наследии. Отдельная история — золото буддийских монастырей. В Монголии к 1930 году существовало 747 буддийских монастырей. Крупнейший из них, Эрдене-Зуу, был возведен в 1586 прямо на руинах Каракарума из его камней. К 30-м годам в монастырях хранилось колоссальное количество золотых статуй, культовых предметов и драгоценностей, накопленных за 300 лет. Когда в 1937-м советские и монгольские власти начали уничтожение монастырей, часть ценностей была конфискована и вывезена. Но только часть. Настоятель Эрдене-Зуу незадолго до ареста в 1938-м передал одному из монахов список из 78 предметов, которые были спрятаны в земле у западной стены. Монах выжил и в 1992-м рассказал об этом монгольскому историку Нацагдоржу. Нацагдорж опубликовал эту информацию в 1995-м. Официальных раскопок у западной стены Эрдене-Зуу не проводилось ни разу. Монастырь сегодня является объектом всемирного наследия и принимает туристов. Западная стена стоит нетронутой. В 1927-м советский этнограф Борис Петри записал в своем полевом дневнике следующее. «Видел то, о чем не буду писать в официальном отчете. Если напишу, не поверят. Если поверят, закроют экспедицию». Петри был арестован в 1933-м и расстрелян. Его полевые дневники конфисковали. В 2018-м российский историк Андрей Тугаринов обнаружил часть этих дневников в архиве ФСБ в разделе «Материалы, не подлежащие публикации». Тугаринову разрешили сделать рукописные выписки, но запретили фотографировать. Он опубликовал фрагменты по памяти. В одном из фрагментов Петри описывал ритуал, который он наблюдал в Хэнтийских горах. Группа из 12 человек в течение 3 суток без перерыва произносила одни и те же слова над телом недавно умершего человека. На 3-й сутки, по словам Петри, тело начало двигаться. Петри был ученым, не склонным к мистике. В дневнике он добавил: «Объяснений не нахожу, фиксирую как факт. Монгольский шаманизм содержит пласт практик, которые местные называют хар-уилс — черные дела. Это не метафора и не фольклор. Это конкретный набор техник, существование которых подтверждено несколькими независимыми исследователями, работавшими в разное время и в разных регионах страны. В 1986-м финский антрополог Юха Пентикайнен провел полевую работу в Хупсугульском Аймаке. Местный шаман по имени Содномдорж показал ему место в лесу, поляну диаметром около 20 метров, где деревья росли с аномальным искривлением стволов, все в одну сторону. В центре поляны земля была выжжена правильным кругом диаметром около 2 метров. Содномдорж сказал, что это место использовалось для вызова хозяина Нижнего мира последний раз примерно 20 лет назад, то есть в середине 60-х, в разгар советского периода, когда любые религиозные практики были официально запрещены. Он отказался объяснять детали ритуала, но сказал, что последний человек, проводивший его, умер через 3 месяца после завершения. Пентикайнен сфотографировал поляну и опубликовал снимки в 1991-м. В 2005-м он вернулся на то же место. Деревья по-прежнему росли с искривлением. Выжженный круг в центре был свежим. Конкретные техники хар-уилс в научной литературе описаны фрагментарно и осторожно, но несколько элементов повторяются в независимых источниках. Первый элемент — использование костей животных и людей в качестве инструментов ритуала. Не символически, а физически. Кости держат в руках, ударяют ими по земле, помещают в определенные точки пространства. В 1998-м монгольские судебно-медицинские эксперты обследовали место в Дархане, где местные жители сообщали о странных звуках по ночам. Они нашли под слоем земли толщиной около 30 сантиметров 217 костей, человеческих и животных, перемешанных намеренно. Радиоуглеродный анализ показал возраст от 50 до 300 лет. Уголовное дело возбуждено не было, а кости были признаны объектом культурного характера. Второй элемент — намеренное использование измененных состояний сознания через специфические растения. В шаманских текстах, записанных Хилли Эйде в 96-м, несколько раз упоминается растение, которое она транслитерировала как харганахар — черная карагана. Ботаники не смогли идентифицировать это название с известными видами. В 2014-м монгольский химик Бацайхан Дорж обнаружил в образцах почвы с нескольких известных ритуальных мест следы алкалоидов, не характерных для монгольской флоры. Источник этих алкалоидов установить не удалось. Третий элемент — ритуалы, связанные с направленной смертью. В монгольском праве до 1924 года существовало понятие зелмы.
Смерть по приговору духов. Это был механизм, при котором шаман публично объявлял человека отмеченным, и этот человек, как правило, умирал в течение нескольких месяцев. Советская власть упразднила это понятие законодательно. Но в 2012-м монгольский журналист Сухбаатар Ганболд опубликовал расследование, в котором задокументировал 7 случаев за предыдущие 10 лет, когда люди умирали после публичного объявления их отмеченными. Во всех 7 случаях медицинская причина смерти была установлена как естественная. Монгольские власти на расследование не отреагировали. В 2023-м монгольский парламент принял поправки к закону об охране культурного наследия. Новая редакция расширила список запретных зон. Территории, где любые раскопки без личного разрешения президента страны являются уголовно наказуемым деянием. В список вошли 183 новых объекта. Координаты большинства из них в публичный реестр не внесены. То есть человек может нарушить закон, даже не зная об этом. Просто потому, что наступил на землю, которая официально запрещена, но нигде не обозначена. Это не случайность, в законодательстве. Это система. Монголия скрывала от мира не одну тайну и не один секрет. Она скрывала целый метод существования. Способ держать прошлое закрытым, пока настоящее движется вперед. Гробница Чингисхана не найдена, и власти делают все, чтобы она не была найдена, потому что найденная гробница станет туристическим объектом, археологическим памятником, предметом международных споров. Незнайденная гробница — это живой миф, национальная идея, политический инструмент. Советские геологические архивы не переданы, и Россия не торопится их передавать, потому что информация о недрах — это рычаг влияния. Монголия зажата между Россией и Китаем без выхода к морю, без союзников, в непосредственной близости, с населением в 3 миллиона человек на территории размером с Западную Европу. В этих условиях каждая нераскрытая тайна — это либо уязвимость, либо защита. Монгольские власти давно выбрали защиту. Шаманские тексты не публикуются, потому что часть из них содержит информацию о конкретных местах и конкретных людях, которая в неправильных руках превращается в инструмент манипуляции. Это знали еще в советское время, когда составляли списки шаманов для арестов. Тот, кто контролирует знания о прошлом, контролирует настоящее. Но в 2024-м что-то начало меняться. Монгольский национальный университет объявил о создании открытого цифрового архива археологических находок, первого в истории страны. В архив планируется внести данные о более чем 40 тысячах задокументированных объектов. Часть материалов, засекреченных в советское время, впервые стала доступна исследователям. Среди рассекреченных документов оказались отчеты экспедиции 1985 года в пещеры Баянзага, те самые, из которых не вернулись 4 человека. Официальная версия «несчастный случай при спуске» в отчете не фигурирует. Вместо этого стоит пометка: причина гибели — воздействие неустановленного характера. Что это означает? В документе не объясняется. Гробница Чингисхана по-прежнему не найдена. По статистике, каждые 3 года появляется новая экспедиция с новой технологией и новой теорией о местонахождении. Каждые 3 года экспедиция возвращается ни с чем. Или не возвращается вовсе в том смысле, что ее результаты оседают в закрытых архивах. В 2022-м японские ученые из университета Тохоку применили новый метод космического зондирования — мионную томографию, ту же технологию, которой сканировали египетские пирамиды. Интересно, что еще может скрывать Монголия. Если вам нравятся загадки и истории, как это, не забудьте заглянуть на наш сайт whiteori.com, там еще больше захватывающих материалов, ссылка в описании. Они обследовали район горы Бурхан-Халдун на глубину до 50 метров. Результаты были переданы монгольской стороне в запечатанном виде. Такое было условие сотрудничества. Монгольское правительство приняло конверт. Публичного заявления о результатах не последовало. Степь хранит тайны не потому, что они слишком глубоко закопаны, а потому, что есть люди, которым выгодно, чтобы они оставались тайнами. 8 веков прошло с момента смерти человека, завоевавшего половину известного мира. За 8 веков человечество научилось расщеплять атом, выходить в космос и читать геном. Но где лежит Чингисхан, мы не знаем. И судя по тому, как устроена система запретов вокруг этого вопроса, узнаем не скоро.